Всем привет! И у нас второй выпуск подкаста «Вы это серьезно?». Никого не удивлю. Вновь в нашей студии кинорежиссер Гарик Петросян. Я все еще здесь. Все время хочу добавить самый лучший из армян. Прости, Гарик. Но, наверное, так и есть. Наш соведущий, чудесный эксперт, политолог, колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников. Я, собственно, радиоведущая, журналист, продюсер Светлана Разумовская. И у нас сегодня замечательный гость, очень значимый, крупный человек в мире спорта, в прямом и переносном смысле, я скажу. Я представлю по бумажке, не запомню все ваши регалии, Михаил. Итак, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 килограмм, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге 417,5 килограмм, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, наставник проекта «Победители» Михаил Кокляев. Миша. Все здравствуйте. И это не все, да. И это не все. Да, можно было перечислять, и подкаст закончился. Да, кстати говоря, я прям самое важное взяла. В Википедии там вообще огромный абзац про Это вас. шапка в соцсетях только. Я просто всегда говорю, как вас писать, когда интервью берут, как Михаил Кокляев. Я в данный момент, мне вообще нравится, когда я говорю, учитель физвоспитания первой московской гимназии. Серьезно? Понимаете, звучит, да, 6 лет работаю физруком. Да, круто, я помню, кстати. Поэтому Настоящий физрук? самый, что ни на есть. Смотри, у меня Я бы седые волосы там не появились. пропускал такие уроки физкультуры. А это уже, смотря какие дети. Вот, допустим, если это дети, так скажем, среднестатистического россиянина, то да. Я вот открытые уроки провожу, все смотрят, заглядывают в рот, выполняют все, что от них просят. А там первая московская гимназия, там учатся дети высокопоставленных людей. Элита. Я помню, вы говорили мажоры. Которые говорят, мы вас, Михаил Викторович, не считаем, что вы круче, чем мы. Не, на самом деле дети все хорошие, но приходится, так скажем, попотеть. Особенно вот я называю, вот за 6 лет, я называю такой момент есть, витает злой дух 7 класса. Потому что такое ощущение, что вот именно злой дух 7 класса такой, Азазела такой, как только они переходят из 6 в 7, то есть те дети, которые были в 5, в 6 классе, которые, Михаил Викторович, вот так вот, девочки, Михаил Викторович пришел, в 7 класс раз, девочки, сегодня у нас гимнастика, кувырок вперед и стойка на лопатках, хорошо? И она такая, хорошо. Я, кстати, спросить хочу. А вообще знаете, что у нас тут вообще происходит? Про что у нас передача? У нас передача про посмеяться. Вы видите, я веселого Роджера даже надел. Да. Мы обсуждаем новости. Вот, кстати, вы тут заговорили про физрука. Что вы работаете физруком. Я в связи с этим хочу спросить, остальные-то вот ваши мероприятия, вот я смотрю новости, например, вы на том чемпионате, вы же все равно куда-то ездите по стране, активно мотаетесь. Но это гражданская моя позиция, у меня проект есть «Сила дворов». И для чего это я делаю? Потому что сегодня спорта много не бывает. Потому что, несмотря на то, что они нас огородили от себя железным занавесом, да, Запад, сегодня моя задача, гражданская моя, я должен дать то, что я умею, в свободное от работы время. Если у меня есть на это время, это моя прямая обязанность, потому что именно, я уверен на 100%, государство вот это, не государство, а отчизна, Родина держится на ответственных людях, на операх, на вот этих, которые головы не поднимают, сидят на работах на этих, на военных, на настоящих военных, на кадровых офицерах, на хороших людях держится вот это благосостояние страны. Поэтому так, как говорится... Вот мы хотели сегодняшнюю программу начать с новости как раз-таки, что Евросоюз отказывает теперь россиянам в мультивизах, да? Вот как вы к этому вообще относитесь? Вообще вот как давно вы за границей часто? Я в 3 санкционных списках. С 24 года, с апреля месяца в санкционном списке Зеленского. Это ужасно. С 2016 года в списке «Миротворец». То есть правильно я понимаю, что вам, в принципе, визу не дадут за границу? Нет. Вообще? Слушайте, никуда. Не в заграницу, а в Европу. В Европу. Вообще никуда. На самом деле там нечего делать, дорогие друзья. Много раз там был, а сейчас тем более. То есть сейчас, если вы хотите оказаться в Афганистане,
в Сирии и на Украине, тогда нужно ехать в Европу, потому что там именно из Афганистана, Сирии и с Украины больше всего там беженцев. Но на самом деле есть хорошие новости. Вот буквально там вчера, позавчера Саудовская Аравия сделала для нас безвиз. И самое интересное, что совершенно случайно так совпало, возможно, что они разрешили впервые в своей истории алкомаркеты в своей стране. Так что надо ехать. Алкомаркеты для россиян или для всех? Нет, не для всех, для приезжих. Ну да, раньше же То есть ты туда задерживали. приходишь, паспорт показываешь, что Ну ты да, что ты не местный. местный. Не местный, Потому что да. я-то, если в Саудовскую Аравию поеду, мне скажут: эй, дорогой мой, иди давай сюда. Нет, именно вот. А представляешь, такой лежишь такой в Саудовской Аравии, в Саудовской Аравии лежишь где-нибудь там под кустом такой, проходит мимо полицейский, а ты такой, один глаз открыл, такой, паспорт, они такие, ладно. Ну, примерно так и есть. Слушайте, но я хочу вам сказать, что тут анонсировали же у нас в стране, что поезд в Вьетнам запускают. Прям мы реально начали работать совместно с Вьетнамом над проектом, где ты в Москве там условно сел в поезд, и через 2 суток ты во Вьетнаме, в Ничанге. Мама, я во Вьетнаме. У меня папа мечтает попасть во Вьетнам, но он дико боится перелетов. Поэтому это будет выход для таких. Да это будет шикарно. А, кстати, я еще знаю, Миш, готовилась к передаче и увидела новость, что какое-то невероятное количество сел с названиями европейских городов. Да, Шампенуаз. почему они все в Челябинской области? Париж, село Париж в Челябинской области готово принять на себя турпоток. Турпоток, простите, да, россиян. Я смотрю, у вас Берлин, там чуть ли не Варшава, Лилль. Шампенуаз, там, я говорю, там много чего такого. Почему это все в Челябинской области саккумулировано? Можете Сразу у меня объяснить? так суровые челябинские мужики забирают названия городов и переименовывают прежние города, такие как Лондон, Париж и Нью-Йорк, в Петушанск. Вот. Не, ну я не знаю, я честно не вдавался, я привык к этому. И в Париже стоит Эйфелева башня, Абсолютно так точно. скажем, А в масштабе не таком, как видите, там. да, Париж Это Челябинский Париж? Да, Да. абсолютно точно. Это Прикольно. Челябинский А там Париж. же, получается, в паспорте тоже написано, да, Челябинская область, город Париж? А это Ой, вот село, внизу, село вот Париж. видели, там внизу было Джабык 18. Да-да-да. Это село в честь того человека, который переименовал село в Париж. Кстати, я слышал, Красавчик, я слышал, что парижские, челябинские мужики Парижские, настолько челябинские. суровы, да, что как бы булки у них не хрустят, как бы, а клацают, как танковые гусеницы, по-моему. У меня сразу же родилась такая как бы мысль. Челябинско-парижские мужики настолько суровы, что они фуагра едят сразу же с гусем. Они сразу гуся едят. Живым гусем, да. Это очень смешно. Кстати, а вот есть вот это село, называется Фершампенуаз. И мне вот буквально позвонил вчера человек и говорит, что у них, говорит, даже там гаишники, они не используют трубочку, да. Первое, что они говорят, это скажи, где ты живешь, как бы, да. Скажи Если это ты пьяный, слово, ты да. не сможешь сказать, да. А вы сможете? Вот. Но я трезвый. Если бы мне написали, я бы попробовал. Фаршампенуаз. Да, Фершампенуаз. Фершампенуаз. Ну, это очень сложное название. Фершампенуаз. Я вообще не понимаю, как местные его выговаривают. Слушайте, А некоторые... ты откуда? Фаршевский я. Ну вот да, то есть наверняка же какое-то короткое полный есть, фарш. короткое Я был в есть. Сыктывкаре, многие сыктывкарчане не могут выговорить слово Сыктывкар? Сыктывкар. Да. Серьезно? Говорят, сектым. Да. Тым байбул Мне дым. даже смешно Форточка, было, я лярды когда туда дым. летел, в аэропорту, значит, девочка открывает паспорт, говорит, вы куда летите? Вот туда, и показывает пальцем на табло, где написано Сыктывкар. Я говорю, да, туда. Слушайте, нет, меня все время парит другое. Очень многие города, когда ты не понимаешь, как называть жителей этого города. Сыктывкар. Уфимцы? Сыктывкарчане? Сыктывкарцы. Сыктывкарцы? Мне кажется, Сыктывкарчане. Ребят, напишите, пожалуйста, чтобы Да, мы тут... как вот? Сыктывчуки. Ну, понятно, Краснодар, краснодарцы, Краснодарцы, да? да. Вот. Ну, какие у нас Красноярск. сложные города еще есть такие вот прям... А вот слушайте, Томск, Томичи. 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 подождите, а вот этот фершампенуаз, может Цы. быть, фаршисты?
Фаршист? Меня всегда удивляет- Кардинально так, Представляете, радикально. Представляете, мэр города или села такой, глава села. Дорогие фаршисты. Дорогие Фаршисты. фаршисты. А если он букву «Р» не выговаривает, то все. Неуважаемые фаршане. Тоже, кстати говоря, вариант. Не, меня Нет, всегда удивляло с точки зрения русского языка, почему жители города Курск, они куряне. Вот как да, бы- они разве не курчане? Куряне. Серьезно? Куряне, Да, да, вот, да. Светлана, добрый вечер. Я не Это знала, русский язык, мы я живем не в России, знала. есть такой город. Да, вот. Москва, И москвяне. по городе побыл, и покурил. Да, куряне, да, да. Куряне, да. А почему тогда все остальные города нет? А Волгоград, волгоградчане? Волгоградцы. Волгоградцы? да. Чё, Костромичи, ну это как Петербуржцы. То есть вы Внезапно же наш понимаете, что подкаст это стал надо русским просто языком. запомнить, Надо это запомнить. невозможно. Я однажды вел просто вот мероприятие, понять. полный стадион, это был, значит, Саратов. Я такой, мне дают там, и ведущий нашего мероприятия, там, мастер спорта Михаил Кокляев, я беру такой микрофон такой, выбегаю такой, здравствуй, Ростов! Или Тарасов. Все такие, Какой это был город? ха-ха, Саратов. Я говорю, Ростов, вы чего, меня не слышите, что ли? А вы тупо ошиблись? А я ошибся прям. А мне, Михаил, вы в Саратове. Да Я какая такой- разница? И я такой, а я реально до этого неделю назад был в Ростове. То есть, ну, там сразу же с поезда и туда. Бывало так, что ты едешь на машине, смотришь на часах, 12 часов начала. Время ровно 12. Подъезжаешь на машине, выходишь, прям сразу на сцену, бежишь да. на сцену, сразу же этот микрофон, хватит, и ты такой раз, здравствуйте, дорогие друзья, это последний в Оренбург. Оренбург, здравствуйте. Да, Миш такой, И здравствуйте. ты Извини, понимаешь, где мы помощнику? это вообще да, вот где этот мы? самый момент прикольный, вот этот, когда ты едешь, потом раз, Лайфхак, как от бывшего ведущему. Если я забывал город, в котором я веду какой-нибудь день города или еще что-нибудь, я выходил на сцену и говорил: всем здрасте, ребята, сегодня день какого города? И просто микрофон туда, и они все дружно кричали: Ага. какой город? Я такой, понял, всё. фаршемпинуаза. Едем дальше, окей. Фаршане! Потому что я забывал не только название городов, я однажды забыл имя генерального директора организации, в которой я работал. Капец. То есть это мой непосредственно начальник был. Имя забыл или фамилию? Имя, фамилию. И он говорит: все, сейчас меня представишь. И он говорит: меня зовут так-то, ты же помнишь? Я говорю: конечно, помню. А я и даже не знал. Я выхожу на сцену и такой... И все, понимаешь? И чё? И ничего, просто эпитетами накидал, что человек, который вот нас держит на И, скорость. и так все? и есть, да, да. И он тебя не вышел, уволил? Он вышел, он вышел, потом, когда сошел со сцены, сказал: это твой последний день, когда ты у нас работаешь. Правда? Да, это так и было. Слушайте, вот неловкая ситуация. Вот Миш наверняка тоже знает дофига народу. Бывает же такое, вот идешь куда-нибудь, встречаешь кого-то и понимаешь, что капец, ты его Знаешь, знаешь, ну, лицо забыл. знакомое. Начинаешь, а он такой: привет, там, Света, начинает с тобой разговаривать. И ты такой судорожно вспоминаешь, как его зовут, не понимаешь, и начинаешь задавать тупые наводящие вопросы. Вдруг человек скажет: а он мне говорит: Петька, иди сходи. Ну вот бывает у вас такое? Ну, Как вы ходите из положения? Я честно признаюсь. И я тоже Слушай, всегда друг, честно извини, говорю. не помню, как тебя Да, зовут. Я абсолютно когда как? нормально. Я когда как? У меня там один из вариантов, ты просто так и идешь, братское сердце его так и называешь да, до да. конца. Все, он тебя там Миха, ты ему братское сердце, все. И понимаешь, где ты его видел, помнишь, ты знаешь всех наших общих знакомых, и все. Второй момент. Ты реально задаешь вопрос: братка, честно скажу, забыл, как зовут тебя. Ну это же, мне Честно, кажется, ничего правильно, страшного. да. Это абсолютно Вот нормально. честно забыл, блин, Абсолютно. вот у меня из головы вылетело. Притом ты понимаешь, что если ты общаешься, у тебя общение такое, что у тебя делится там на знакомых, на приятелей, на друзей, на товарищей, на соратников, на близких. У тебя такая целая армия. Если ты, грубо, ты в социуме, ты можешь да. эти моменты забыть. Конечно. А самый последний момент, когда уже все-таки уже поговорили, все. Я ему: братка, телефон, давай проверим, те же у тебя цифры или нет. Диктуй. Класс! Я раз он такой смотрю, Илья. Илюха, братуха, давай. Слушайте, класс, я помню. Вот Это и всё. отличный лайфхак Такое дал нам нормально. вот Михаил Кокляев, если вы забыли вашего собеседника.
И, кстати, друзья, все-таки, если мы вернемся сейчас к теме мультивиз, городов, Европы, за границы, вот как вы считаете, Миш, вообще вот обидно, что Россию отменили в спорте, что вот мы сейчас не можем под своим флагом на спортивных мероприятиях выступать? Вот мне немножко вот, за державу обидно. Ну так вот тоже опять с какой стороны посмотреть, стакан наполовину полон или наполовину пуст. У меня вот недавно появилась такая цитата: для кого-то победа — это проклятие, а для кого-то проигрыш — это успех. Но ведь Путь к успеху. век Вот у меня- спортсмена короток. Подождите. Вот штанга весит везде одинаково. Что за границей она 20 килограммов весит гриф, что у нас в России. Я всем говорю, у нас страна с огромнейшим ресурсом, как финансовым, как ресурсным в плане... Все есть, в земле есть, все растет, все добывается. Людей полно, талантливых людей полно. Делайте лучше, чем у них там. Да. Просто у нас есть такое понятие, как бюрократия, где столько проектов, тонет. А еще есть момент, когда люди относятся только для галки делают. И все. И как однажды, есть такая притча, приходит мужик, ходит по деревням, смотрит, как службы служат. Заходит в одну деревню, смотрит в храме, мужик, дьявол стоит и проповедует за Христа. Тот службу отвел, тут приходит, сатана, ты, говорит, в чем твоя кознь вот эта для народа, для чего? А он говорит, а я вещаю и не касаюсь их сердец. Поэтому нужно сегодня делать не для галки, провести абы как веселые старты. А вот я провожу, допустим, «Сила дворов», я непосредственно сам. Не кто-то за меня проводит, а я касаюсь каждого ребенка. Где-то подстраховать можно, еще, чтобы у него было понимание, что у него прямая обратная связь. И вот он, Михайлович, из телевизора, вот он со мной, рядышком. Вот так, как у меня детки подтягиваются на разминке. Кто-то не может подтягиваться. Я беру за ножку, вот так. Он сгибает, беру и начинаем подтягивать, чтобы у него было чувство полета, да. чтобы он начал чувствовать. Чувство Поэтому поддержки, спорт, Света, поддержка. я скажу так, у нас все для этого есть, и мы можем все это делать. Просто нужно конкретно людям объяснять, для чего вы это делаете. Вот и все. Тут есть нюанс, смотрите. Я вот хотел как раз вот немножко разделить две вещи, если вы позволите. Есть спорт, а есть спорт больших достижений. Это это две вещи, это не одно и то же. То, о чем вы говорите, это спорт. Это важно. Да? То есть это спорт как часть жизни нации. Спорт больших достижений, вот участие в олимпиадах, участие в крупных международных соревнованиях, то есть это publicity, да, донесение вот этого в мир, это политика. Причем, давайте так, почему, сейчас скажет, почему, интересно, вы считаете, что победа на международных крупных соревнованиях важны для страны? Вот ваша версия. Я считаю, что, во-первых, это мы показываем, что в этой стране есть крутые спортсмены, но в большую степень это все-таки заслуга спортсмена. Он сам для себя говорит, что я лучший в этой дисциплине. Хорошо, показываем, что есть хорошие спортсмены. Ваша версия. Почему политика? Почему для страны важно побеждать на крупных международных соревнованиях, например, в Олимпиаде? Вот ваша версия. Почему важно? Да, вот самый простой ответ, например. Самый простой. Версия, да, почему? Потому что спорт — это один из фасадов страны. Так. То есть наука, армия, экономика, культура и спорт. Хорошо. Одно убиваешь, вот что они хотят сделать? Они хотят выбить один из столпов нашей государственности. Вот и все. Окей. Да, у меня есть ответ. Да. Ближе всех вы, конечно, Михаил, но вы, так сказать, не сделали последний шаг к истине. Смотрите. Спорт больших достижений. Когда страна доказывает всему миру, что вот наши спортсмены самыми лучшими, она показывает, что у нас самый лучший генотип. Мы воины.
Мы победители. У нас самая большая воля к победе. Мы готовы побеждать. И мы прирожденные победители. И это на подсознательном уровне транслируется везде. Лучше с нами не связываться, потому что мы... То есть это демонстрация внутренней силы А мне государства. кажется, все гораздо Полностью проще. согласен. Мне кажется, это просто соревновательный некий элемент, который заложен в каждом человеке. Каждому человеку хочется быть лучше, сильнее и круче же, когда в стране больше золотых медалей, Конечно. больше серебра. И это, мне кажется, вот просто чисто соревновательно. Вот как вы думаете, вот, допустим, предприятие, предприятие, так скажем, автомобильное, там какое-то там автобусы, еще что-то, водители, ремонтные вещи, вот сотрудники после просмотра футбольного матча, где наша сборная становится чемпионами мира по футболу, на следующий день и последующие недели и месяцы станет лучше работать или нет? Конечно. Лучше. 100%. Вот видите? Стопудово. Вот это политическая Мораль. мораль. Про футбол, кстати говоря, да, все же, наверное, я не знаю, кто увлекается футболом, фанатеет, смотрит, Миш? Смотрите футбол? Я с детьми играю. но Нет, не а смотрю. смотрите? Но не смотрю. Лигу честно. чемпионов вот сейчас Честно, идет. вообще, я далек от этого настолько. что- Вообще? Вы От вообще в футбола. курсе, что наши, например, сыграли тут со сборной Чили? Слышал. Да, вот это Никак. Да, вот это я слышал. Да, Чили даже не вошли, собственно говоря, я так понимаю, в турнирную таблицу Лиги Чемпионов, а наши умудрились продуть самый... Нет, я вот на самом деле очень болею за наших футболистов. Когда был последний раз чемпионат мира по футболу, и проходил он здесь, да, мне кажется, я вообще прям голос сорвала. Мне кажется, не ты одна такая была. Да, Давай так. но это прям- Но нет, просто, понимаешь, когда большой футбол приходит в твою страну, то, грех не болеть, давай так. Но я футбол вообще не смотрю, не слежу, мне вообще все равно на То этот есть футбол. Карабах-Челси 2-2 никто даже не... Не смотрел, Чел- не, кто не- знает? не я Челси могу про интересно. команду футбол, Свет, знаете? я могу... Друзья, Нет, давайте поаплодируем Акинфееву. Это самый возрастной долгожитель в футболе до сих пор, который играет. Ну, давайте прям, да. Вот такой факт. И, кстати, господа, я хотела с новостью к вам зайти, что если Италия не сможет в 1932 году принять чемпионат мира, они уже спросили, сможет ли принять Россия чемпионат Да мира. сможет. Россия все может. По Россия футболу. примет и примет. Да, и я хотела сказать, что у нас же, видите, если нам позволят провести этот чемпионат мира по футболу, к нам же приедут люди из многих недружественных стран, вот, а у нас есть очень Может, и много... не приедут. Почему не приедут? Ну, слушайте, многие на Евровидении, когда были в разных недружественных странах, другие недружественные страны говорят, мы не поедем. Это Евровидение мы пропустим. Серьезно? Да. Не, То есть это вопрос все в прям другом. вот Не, все я прям думаю, что нет. четко в политику? Вы сами-то Да. понимаете, Свет, вот вы сами-то понимаете, что это тоже политически очень важно, чтобы недружественные страны приехали на чемпионат России в 1932 году. У нас даже будет установка, да нам даже установки этой давать не надо. Если я увижу по улице идущего болельщика с флагом Англии, да я уверен, и даже изумеры-то не обратят на него внимания. Из нас делают реально каких-то Да всем все равно Всем по вообще, барабану вообще. абсолютно. Абсолютно по барабану. Мне вот, например, кажется, что чемпионат мира по футболу это круто, и в этом не должно быть политики, в этом должна быть просто радость от спорта, от... В целом, когда в спорт влезает политика, это уже не спорт. Вот как мое- же? вот Спорт мое это и есть мнение. политика. на Средства самом деле. влияния. Ну, короче, Но, ребят, у нас почему крутой футболист не может поехать показать, что он крутой футболист, просто потому, что он из другой страны, которая почему-то не дружит с другой страной? Ну, это бред же. есть бред. Ну, так почему вот не убрать, чтобы спорт не был политикой? То же самое и артисты. Почему артист не может приехать в нашу страну, или наш артист не может поехать в другую страну, показать свое творчество просто потому, что он русский? Кстати, знаете, да, что Рональду недавно с женой посетили Трампа в составе делегации Саудовской Аравии, побывали на ужине, сделали селфи с Илоном Маском, и для него это тоже было очень важно. Он же мальчик из бедной семьи, который там в детстве улицы подметал, да, для него это тоже какая-то статусность. Вот, казалось бы, это же политика, он же вот Это приехал... он из-за страха сделал. Дело в том, что если Да бы он не ладно. это из-за страха. Если бы он не приехал, Трамп бы ввел санкции против всех футбольных мячей и бутсов в мире.
понимаете? Что бы он делал? В смысле, Против если бы всех Рональдо Рональдо. к нему не приехал? Да, конечно. В смысле, Трамп фанат Рональдо? Он же был готов как бы написать, что санкции на Подождите. все футбольные мячи и бутсы в мире. Почему? Это прикол такой сейчас? Да вы мне сейчас троллите? И еще Добрый на вечер. судейские свистки. Спасибо. Вот На в самом этом- деле, в это этом- трусы Нет, с точки спортивные. зрения, ну, грубо говоря, вот этого глобального мирового правительства, да, то есть Трамп взял себе такую, взял галочку, поставил плюсовую, а я вот на это смотрю, если бы я был бы негодяем, наше что нужно народ чем-то занять. И? Вот. И он приглашает, Трамп приглашает Рональда, они с ним туда-сюда, и где-то в трущобах, я был в Бразилии, я фавелах там, я или как видел они в там Сан-Паулу, я видел какой-то город контрастов, вот тут стоит огромный бизнес-центр, и внизу из высаженных кустов торчат две такие немытые ноги, понимаете? То есть сидят там отец с сыном в трущобах где-то, и там раз заходит через какой-то там телефон старый, он говорит: сынок, смотри, играй, ты видишь, он жил в соседнем районе, и сейчас он с Трампом общается. И у нас так молодежи, так по большому счету вкладываются вот этот момент, что у него есть тоже возможность и шанс попасть туда. И начинает реально эта манипуляция молодыми, и не только молодыми, но уже взрослыми. Это же хорошая манипуляция, это же мотивацию дает. Нет, это Вот крутая мотивация, просто... Притом одним из видов спорта футбол, самый массовый игровой вид Слушайте, спорта. вот Бекхэм, например, получил звание мэра, звание Лорд, сэр. сэра. Нет, это рыцаря, звание рыцаря, рыцаря, да, да, рыцаря. вот буквально на днях. Это же круто, ему Почему же это английская круто? корона. Почему Почему не круто? Ну, а почему не круто? Нет, это совершенно не круто. Во-первых, он выпрашивал это рыцарство 23 года. Он прям выпрашивал. 23 выпрашивал. года. Но я вам открою большой секрет, только закройте уши до 16 и старше. То есть он получил рыцарство только после того, как он снялся на обложку для гей-журнала. Да вы Поэтому, чё? да, ты хочешь стать рыцарем? Ну, стань противный. Заходи. Ну, я вам... Так и есть. Подождите, но я вам Становится хочу грустно. сказать, у нас же наш прекрасный Шерлок Холмс, он же тоже, он На рыцарь. обложке? Не наш прекрасный. Вы же наш Наш прекрасный, Ливанов, наш Ливанов, наш хороший. прекрасный Шерлок Холмс. Вот этот прекрасный. Его же тоже посвятили в рыцаре, я правильно помню? Кто помнит? Ну, не- и английская не готов королева поддержать. сказала, что он типа самый лучший Шерлок Холмс, самый Ну да, но настоящий. этому ничего за серый. это не дали. но нет, как бы. нет. Да, Ну, ему не дали типа нет, какой-то нет. статус, там пэра, Просто Нет, красавчик. лорда. Чубайсу Статус дали сэра. Статус красавчик. В 22 году. Чубай же сэр. А жена Сыриха? Я хочу чуть-чуть Сыриха. вернуться назад. Вот то, о чем говорил Михаил, что Фёкла. дают Фёкла, мотивацию Сыриха. футболистам юным, да, что типа вот смотри, если ты будешь хорошо играть в футбол, то ты будешь, ну, станешь знаменитым, крутым, богатым и так далее. Там людям дают мотивацию, и там людям дают возможность. К великому сожалению, у нас немножечко чуть-чуть по-другому. Здесь тебе не дают мотивацию, здесь больше наоборот говорят, да у тебя ничего все равно не получится. Что ты вот этим вот с мячиком своим гоняешь? Ну ладно, почему? Слушайте, Ну, это... я встречал давайте очень часто такого. Это Зачем ты ментальность этим- такая. У нас такая ментальность, где не пряником, а кнутом все воспитывается. Меня папа, дай ему Бог крепкого здоровья, вот ему 23 числа исполнилось 75 лет. Отец меня никогда не хвалил. Он похвалил один раз. Когда я проиграл Емельяненко, он позвонил, говорит: молодец, не зассал. Все. А все остальное время где-то поднял, запасом поднимал, что не поднял больше. Здесь одну там попытку не сделал. Ну, что-то дотянуть не мог. Я постоянно был, я не жалуюсь, я констатирую факт, что я постоянно не дотягивал. И он прививал вот этим своим невниманием, прививал мне голод, что мне надо. Мне отец для меня, он простой работяга, но для меня отец всегда был и остается отцом. И тем мужчиной, я видел таких крутых мужиков, олигархов с пустыми глазами, как это, чем богаче царство, чем богаче убранство, тем темнее царство. Таких видел. Но отец у меня действительно мужик, который даже за рулем не ездит. У него мама возит. Но он для меня был вот всегда таким дядькой, которого я не то что боялся, но мне было Ты его важно. уважал. Было его важно его мнение.
Вот и Вот, все. Это понимаешь? от людей от людей это зависит. воспитание. Это воспитание такое. Это не то, что Михаил вырос таким, родился таким. Это воспитание, которое дал отец. И это, возвращаясь к самому началу нашему разговору про про физрука, отец должен дать своим детям то наставление, что существует иерархия. Ты ребенок, который учится в школе, и у тебя есть учитель. И то, что говорит учитель, ты, как ученик, должен это выполнять, а не... К сожалению, братское сердце, к сожалению, у нас Всё, я из пантеона накипела. профессий, профессия учитель, она просто вымыта. Вот и все. Учитель сегодня, вот на мой взгляд, это он дает не образование, а образовательные услуги. Вот и все. Смотрите, но на самом деле, меня, например, заниматься спортом никто не заставлял, никто не прививал ничего. Но, тем не менее, что не было ни одного дня, когда я учился в школе, например, и в юности, не было ни одного дня, когда я не занимался спортом. Лыжи, футбол, тяжелая атлетика, классическая борьба, бокс и потом каратэ-до, понимаете? То есть и мне никто мне не говорил, иди занимайся. То есть я понимал, что просто без спорта жить абсолютно невозможно. То есть это от человека зависит. и от государства. Тогда спорт Возможности были все, да. Тогда спорт Да. был в приоритете. Да, Я правда. маленький был, я хотел, помните, служу Советскому Союзу, после утренней Конечно, почты был. конечно. У меня дед такой, вон, смотри, знаешь, офицером станешь, вороного коня дадут черного. Кстати, Знаешь, вот я такой, знаешь, мне вот это вот Да сейчас хотелось есть, в армию. сейчас есть возможности, на самом деле. Кто захочет, тот займется А вот спортом. можно я спрошу про Советский Союз? Вы же в Челябинске родились, выросли, правильно, Миш? И, соответственно, спортом начали заниматься в Челябинске. И фитнес-клубы же раньше были такие, брутальные качалки. Зашел... Это был зал. Да, просто. зашел, куча железа, мужики такие, Гантели собственно. И варёные. особо-то со стороны, мне кажется, если ты дохляк, застремаешься зайти в такой зал, нет? Наоборот, если ты дохляк и ты пришел в этот зал, тебя поддержат, помогут и научат. А если ты пришел и такой, типа, да, что вы тут умеете, вот тогда тебе... Ты типа ходил Да. в такие тренер. залы? Да, я ходил, Вау. я на тяжелую атлетику ходил, когда я учился в начальных классах, до 5 и 6 класса я ходил на тяжелую атлетику. У меня был, царство ему небесное, супер тренер, который вот просто сидел на скамеечке и говорил, 20-очку поднял, гриф. Я говорю, как можешь так поднимать? Вот, я там что-то пытаюсь, он говорит, понятно, иди сюда. Он сидя объяснял мне, что надо делать, я шел, Это делал, настоящий тренер, который делал, и он говорил, молодец, блинчики накинул, еще раз сделал. Все, на следующее утро у меня все болит, я ничего не хочу, я ребенок, понимаете? Сколько тебе лет-то было, Гарик? Город какой? Город Белореченск, Краснодарский край. 5 Был. класс, сколько там мне там было? А ты вот зачем туда пошел? Потому что, типа, Потому что мальчики... друзья 5 ходили. класс, 10 лет. Да, вот 10 лет. Потому что друзья ходили. Вот, и я смотрел, какие они красавчики такие, такие рельефные. И я думаю, прикольно, я тоже таким хочу А ты был быть. таким? Я был таким, когда плаванием потом занялся. Я стал огромным. Я был больше, чем мой старший брат. У меня были гигантские плечи, у меня были кубики на животе. Сейчас Я был выше в 2 раза. Нет, я был, правда, Мы я не был- верим, я Гарик. был очень классным, накачанным парнем. А потом плавание закончилось. Потом и- все это высохло. Да. Потом Слушайте, это все надулось. А мы начали заниматься спортом, да, я жил в Мариной Роще в свое время, да, и у нас был главный стимул, потому что мы периодически дрались с люберами. Они приезжали на Олимпийский проспект. Район на район. Да, приезжали на Олимпийский проспект, там была дискотека, База. и да. База И вот они в этих Советского клетчатых Союза, штанах, друзья. такие красивые ребята, вот вроде вас. Да, и у нас был стимул, то есть мы должны были выглядеть достойно, да, то есть да. То есть, но мы их уважали за то, что у них была очень хорошая дисциплина, Иерархия. они реально занимались, да. То есть это нас дисциплинировало на самом деле тоже. То есть поэтому мы старались не уронить планку тоже. От тренера все зависит. Мне понравилось то, что когда я тренироваться начал, там мы заходили в тренерскую, тренер наливал нам чай, давали нам сушки. И там была такая атмосфера, вот. Понятно, что были и такие душнилы, которые там, что ты здесь, у тебя ты во сколько закончил, ты должен тренировку закончить? 5:30. Ну иди отсюда. Были такие, которые там цыпленок за 2,20 там, Слушайте, называли. Ну что, я пришел 1,77 м рост, 13 лет, 59 килограммов весил. Это фэшн-модель, ёпарас, это просто кости. А тренер говорил, были бы кости, мясо нарастет. Но опять же, ни один из моих тренеров никогда не ставил на меня ставки. Никогда вообще.
Они ставили ставки на коренастых, таких приземистых, таких ребятишках. А я был длинный, худой, и меня тоже это не раздражало, а это стимулировало. Я такой, ну сейчас, подождите. И вот тот, который меня выгонял с помоста, прям пинками выгонял. Я же помню даже его, Леша Захаров. Он 75-го года рождения, я 78-го. Вот. Когда он меня пнул, он тренируется, такой подходит к штанге, помню, рывок делает. Я уже из тренерской раздевалки вышел к нему, я говорю, сколько ты поднимаешь? Он, 100 рывок, 120 толчок. Я говорю, я через год буду рвать, сколько ты толкаешь. Ладно, иди, рыбкач. Я пошел. Проходит ровно год, 94-й год, мне 15 лет. Я выполняю норматив кандидата в мастера спорта весовой категории до 99 килограммов с весом 96 килограммов. А тогда, когда я к нему подошел, я весил тогда, что-то около 70. Это через сколько? За год. Я год. добавляю четверть 25 килограммов веса, рывок 125, толчок 155, и третий подход в толчке 160 беру на грудь, с груди мажу. Потому что, длинный все равно, тяжеловато тогда было еще. И все. И больше скажу, тогда уже с того момента они вначале замолчали. Потом проходит еще 1 год. Я выполняю в 16 лет. Представляете, 10-классник становится вице-чемпионом России не по своему году, по юношам, да? Рывок 155, толчок 177. Я на 5 килограммов перевыполняю норматив мастера спорта. То есть вас никто не верил? Вообще, да я и говорю, я к этому относился, вот до меня до сих пор, это пророк без своего отечества. На меня моя семья, вот у меня жене, я говорю, жена уже возрастные, вот эти изменения начались, я ей говорю, вот это надо, вот это делать. Она меня не слушает никто, кроме дочки. Вот дочка слушает, дочка красавица. Вот а возрастные изменения, это что, простите? Четко. Когда уже замедляется обмен веществ, и женщина такая становится плечистой в тазу. Мне все устраивает в этом моменте. Моя жена это мой человек. А когда она старается, она 20 тысяч шагов в день. У нас беговая дорожка. Она идет утром 10 тысяч шагов и идет вечером в 10 тысяч шагов. Конечно, вы и на мозг давите, поэтому она, бедная, ходит столько тысяч шагов. Я говорю, это немножко другая тема. Я говорю, нужна физическая активность еще, нужна штанга. Она стесняется идти в зал. Я говорю, да надень ты на себя оверсайз какой-нибудь и иди, ходи. У нее уже второй абонемент сгорает. Вот через дорогу качалка. Я говорю, зачем ей штанга? Я говорю, дай я тебя потренирую. Да там не штангу поднимать, просто в тренажерах потренироваться. Ну это фраза такая, штанги поднимать. Типа железо потаскать. Я тебя пойду потренирую. Это я представила, через год такой Миша, и рядом такая же жена, как Миша. Не, мы про другие вещи говорим. Мы говорим про фитнес. Про фитнес такой, не модельный, но такой, чтобы прийти в себя, привести в себя форму. Я очень переживаю, больше, чем она. А вы что переживаете, если она не переживает? Потому что важнее всего погода в доме. А погоду в доме делает женщина. И если ты приходишь, а дома пасмурно, поверьте, восстанавливаешься ты гораздо дольше. И меч свой на следующий подвиг не дотачиваешь, а порой ставишь его куда-нибудь и все. И потом кума тебе звонит и говорит, Мишенька, а ты вчера опять в застолье был, да? Ты плохо в сторис выглядишь, понимаешь? Мишенька, а вот скажите мне, пожалуйста, у меня вот такой вопрос, косвенно к вашей жене. Вот вы человек достаточно крупный, у вас мышечная масса. Как она вас одевает, кормит? Вообще, вот как она вас может прокормить, например? Сколько вы едите? Вы на спортивном питании? Я честно скажу, нет. Мясо Свет, едите? Абсолютно, вот, допустим, 100%, если мы сейчас будем есть, вы не поверите, что я ем как обычный человек. Что такое как обычный человек? У меня, честно порции, скажу, семиразовое питание. У меня программа есть, допустим, Первое, второе, Fat третье. Secret называется приложение. Да, классно. Там мне нужно, чтобы мне весить 140 килограммов, чтобы вот ни туда, ни сюда. Сейчас я вешу 147. Чтобы весить 140, мне нужно 4200 калорий в день. Офигеть. Я считаю, у меня получается 3000 не получается. Вот и все. И Мне получается... кажется, это как надо это норма нажрать человека. Потом 200. сейчас я отпустил от себя, закрыл последний свой гештальт. Про тяжелые тренировки. У меня было 3 незакрытых гештальта. Первый, когда я был профессиональным спортсменом, когда я травмировался, окончательно оторвался трицепс, я думал, как я буду без соревнований?
И я был в такой прострации долгой, с 13 по 18 год, 5 лет я был в состоянии, это называется депрессия. Как понять состояние депрессии? С утра просыпаешься, если ничего не хочется, это вот это состояние депрессии. Гештальт был, как я буду без соревнований? Обошелся. Несмотря на то, что в том году по ветеранам выступил на чемпионате мира по становой тяге, установил 3 рекорда России, 3 рекорда Европы, 3 рекорда мира. Да ладно? Да, 350 килограммов последний мой рекорд. Поздравляем. Ну, Спасибо. то есть это Слушайте, тяжело. Становой тяги. Но я тогда готовился. Сейчас я сделал операцию, старая операция на плече была оторвана вращательная манжета, ее пришили. И сейчас с 5 августа 2025 года я на таком чиле конкретном. Дальше, вот к чему второй гештальт. Как я буду без тяжелых весов на соревнованиях, ну, вообще, даже в зале. Вот после этой травмы я отошел от больших весов и понимаю, что Можно же жить. больше, я счастливый человек, я больше скажу, я свободный человек. Почему? Потому что я отвязался от этой мысли навязчивой, что мне без тяжелой штанги дофамина себе нигде больше да. не достану. И третий, самый главный момент. Соблюдать, как я буду без режима. Если честно скажу, режим нужен, режим сна, не режим питания. Режим, понятно, что не надо там, ну, как говорится, от заката до рассвета жрешь. То есть у меня бывает, я ем 1 раз в день, у меня бывает, я ем 2 раза в день. Честно скажите, ночной дожор бывает? У спортсменов бывает ночной дожор, когда вот встаешь 3 часа ночи, Нет, как зомби к не холодильнику, бывает. как мы обычные женщины? Не, у Нет? меня такого нет. У меня ночного дожора нет и не было никогда. А девочки ваши ночным дожором страдают? Никто. Вообще никто? Вообще Может, не нет. ловили просто? Не. Периодически Для ловят. меня это тоже пока не... Нет такого. Нет такого? Нет. Программа веселая, да, вы это серьезно? Да. И вы сейчас скажете, вы это серьезно? И все скажут, давайте все вместе. Когда я закончу, вы скажете втроем, вы это серьезно? Я вам отвечу, хорошо? Ну, Готовы? да. Готовы. Вот не поверите, по заповедям живешь и ложишься спать спокойно, и просыпаешься спокойно, радостно и веселый. Вот придерживайся этих вещей. Вот вы говорите, без соревнований, без чемпионатов, как? А вот не приглашали на какие-то странненькие соревнования? Вот я тут, например, наткнулась, абсолютно вот прям удивлена была. Ребята из ММА, правильно я говорю? Да-да-да, ММА, устраивают, МММ. устраивают бои на подушках. У нас, кстати, даже ММДМС, есть да. видео, и сейчас, если наш режиссер включит бои на подушках, посмотрите. Крутые ребята прям фигачатся на подушках, прям до победного. Мочилова страшно. А я клянусь больше вам. скажу, у нас федерация есть даже в России. Да? Серьезно? Только у них подушки в 2 руках. И они Серьезно? немножко разные, они такие вот так. Да, у меня есть просто эфир, называется «Мужской разговор». Каждый четверг на всех информационных носителях мы ходим. Я вчера на этом эфире был. И у нас вот эта новость у нас была про подушки. И у нас звонок был этому президенту федерации. Я говорю, а сколько у вас членов в исполкоме? Сколько у вас народу? Он говорит... 1. Это я. Кстати, но мне кажется, что... Слушайте, Михаил, но мне Слушайте, это прикольно. Мне кажется, это спорт не для вас. То есть вам, вот я вас вижу, как вот, например, битва на кроватях, там, битва на диванах, там, например, но никак не на подушке. Битва на Кстати, титанах. битва роботов. Покажите нам. Я наткнулась. Это был май месяц. В Китае проводили чемпионат по борьбе, в котором участвовали гуманоидные роботы. Сейчас этих роботов доработали, и в декабре будет новый чемпионат. Смотрите. Видите? Это прям, они прям до победного, пока там от железяк ничего не останется, прям дерутся. Это все по-серьезному. Рефери, замена, видите? Смотрим, наверное, очень смешные ребята. Они причем очень стойко на ногах стоят, Ну, смотрите. так ими кто-то управляет, правильно я понимаю? Кто-то управляет этими Нет. господами. Нет, У них программа, мне у них кажется. программа. И смотрите, вот там один робот весит, по-моему, 32 килограмма. Вот, 32 килограмма. У вас тяга 417, да? То есть вы сколько таких роботов ушатать можете? Вот выйти просто и ушатать. Пачку. Штук Знаете, 10 как это? минимум. Есть такой прикол. Короче, парень тренируется, и ты говорит, тренер спрашивает, тренер, ну как я? Ну, карлика ты всегда ушатаешь. Ну,
роботам По всегда роботам не, вообще, ушатаете. по роботам Что не. сейчас, в принципе, да, вот мир настолько шагнул вперед. Вот как вы считаете, роботы вообще могут заменить спортсменов? Могут ли искусственный интеллект заменить спорт? Ну, знаете, когда все генерируется, и когда не надо, чтобы живые мужики бегали, пинали мяч, а ИИ сгенерирует футбольную игру, игроков, будут свои фанаты, свои команды ИИшные. Прикольно? Нет. Ну, Да ну, блин. не, дело в том, Это ж что... целый мир давайте, такой, нет? Ну, сейчас все циклично, ну как, это... Эволюционирует. Это эволюция, и это будет. Самое главное, чтобы это людям нравилось, и все. Слушайте, а вот такой момент. Сейчас уже развивается такая история, что уже начинают людей улучшать. То есть уже какие-то там биопротезы, вот что-то такое. Вот вы что? Да, девочки сиськи делают, ботокс колят, и все искусственное. Ну, в любом случае, если будет там драка по боксу с экзоскелетами, где там, ну, как, знаете, вот какое-то кино было, тоже там залазили в роботов, и они, ну, мочились. Аватар там. Ну, Почему нет? Пускай это будет. Лишь бы, ну, грубо говоря, хлеба и зрелищ это всегда было. Кстати, вот расскажите все-таки, вы же были наставником в шоу «Победители». Что за команда у вас? Что за шоу? В чем суть? В чем прикол? Ну, вот в двух Самое словах. сложное — это погодные условия и то место, где все мы выступали. То Давайте есть- мы покажем тизер нашим зрителям. Ну, вдруг кто не смотрит телевизор, канал РЕН-ТВ. Я так понимаю, что он сейчас в октябре запустился, и он сейчас... В ноябре, 8 В ноябре ноября. запустился, и он сейчас в эфире. Я так понимаю, что отбирали участников со всей страны. В основном мужчины, я вижу, что-то И порядка женщин, 140 девочки. человек, да? Типа самые сильные, самые смелые, самые ловкие? Это как гонка героев, только для телека. Это такое, да, гонка героев, и это что-то такое похоже на, так скажем, на силовой экстрим. Две дорожки. Ну, и люди идет спортсмены зарубка. или любители здесь? Нет, здесь люди разных профессий. То есть не спортсмены? Спасатели, Прикол. МЧСовцы, врачи. Есть у нас даже там девочка была, стюардесса, фельдшер вот у меня в команде была, Олеся. Вот, то есть разные профессии, и люди не звезды. Как, Ну, у них есть спортподготовка какая-то. У ну, них, типа конечно, фитнес-зал взять или- то же самое росгвардейцы, там, телохранители, сотрудники Росгвардии. Конечно, у них должна быть физуха нормальная. То есть, и вот эти люди, так скажем, честно скажу, есть чем гордиться у нас. Вот именно такими людьми, которые действительно... И про таких людей надо показывать. А что там делали, Миш? Ну вот вы наставник, то есть что, вы их учили, поддерживали? Вообще, в чем когда суть мы, вообще да, проекта? с- Победитель что получит? 105 человек. Ну, Выходит на, значит, по 15 человек, 7 пятнашек. По 15 человек идут в отборе. Бегут, значит, по полосе препятствий. Первые трое, кто ударил первым в гонг, да, они выбирают наставников себе сами. Остальных выбираем мы. То есть мы на плацу стоим, Сергей Николаевич Бадюк, ведущий, мы стоим на плацу, тигры, рыси, орлы и медведи, мы стоим на плацу, а до этого в штабе обсуждаем, кто бы кого хотел взять. И непосредственно на площадке уже стоим, выбираем себе спортсменов. То есть вначале вот эти тройка, которые стали, выбирают себе наставников, а потом мы начинаем выбирать, почему, по какой причине. классические правила Да. любой Вот, выбираем шоу, себе да, по так, 3 человека в команду, остается трое лишних. И трое лишних покидают, вот из этих 15 покидают проект. То есть они еще не начали участвовать, уже покидают. Не, они почему? Их Они не прошли, выбрали. 15 прошли полосу препятствий и по какой-то причине, ну, Не дошли. не дошли И до дальше. сколько длится? 3 месяца. Что они До делают? конца все, года это все всё 3 будет месяца идти. они будут бегать, прыгать в воду, в огонь. Там будет и вода, и огонь будет, и борьба у нас вот медные на трубы. фуре. И будет суперфинал, и будет суперфинал, про который я не могу спойлерить. Почему Согласно тигры? договору. Подождите, почему тигры? Это же ваша команда тигры. Нет, мои медведи. А, медведи. Конечно. Медведи, потому что вы большой. Медведи зеленые, еще мой любимый цвет, как будто знали, что... В смысле, зеленые медведи? Ну, там у нас Нормальные зеленые эмблема зеленый медведь. Эмблема зеленый Почему медведь. не лабубу, не чебурашка? Дети же смотрят, не Во-первых, зайчики. мы должны понимать, что это канал РЕН-ТВ. И что? Мужской. Это раз, это мужской. Какие Пардон, лабубу, РЕН-ТВ. блин, какие лубубу там или еще прочее. Это где-нибудь там на Муз-ТВ, еще где-нибудь может быть лабубу. Вот. А здесь реально те звери, которые обитают в широтах нашей необъятной могучей родины России. Тигры,
Орлы, это мой друг Марат. Сутаев орел, Сутаев, насколько да, я понимаю. да. Но орел потому что из Потому что Кавказа, дагестанец, и, да, конечно, с так и Кавказа сделал, орел. конечно, да. Ну и так стреляет сделал. хорошо он, И кстати стреляет. говоря. И я да. больше Белке в скажу, глаз попадет. Сутаев настоящий. Вы знаете, вот он... Да, Марат вот, знаете, крутой. он какой? Марат крутой. Он, Марат, знаете, вот привет, таких людей, вот ему подтверждаю. 47 лет, да, вот он настолько открытый. Я вот таких людей, вот, которые переехали в Москву, Москва же все равно перековывает. Да, Перековывает. Москва не резиновая, А он перековывает. такой, знаете, вот с ним так, здорово вообще. И когда в последний момент, когда мы выходили, я ему сказал, не буду спойлерить, я ему сказал вот так. Я ему прям сказал, вот так. Вот и он так вот сказал, вы да увидите. нет. Он такой, да нет. Я говорю, да-да. Он говорит, хорошо, если будет по-твоему, я тебя, говорит, веду в дорогой ресторан. Говорит. А если, говорит, не будет по-твоему, тогда в я тебя в дешевый. дешевый веду в дешевый. Друзья, а вот что было в этом тарантиновском диалоге, вы увидите, соответственно, в финале программы «Победители», как я понимаю, да? Самая фишка, которая там произойдет, самая фишка в конце. Непосредственно к тому, что произошло, приложил я руку именно с точки Поэтому зрения и знания хочется сказать. медицины спортивной. Спасли кого-то на площадке? Спас человека на площадке, и вы потом все увидите. Король Будем интриги смотреть, просто. да, и, соответственно, Марат Сутаев и Светлана Оплачкина, насколько я понимаю, там. Да. Ребята, огромный привет вам. Всем привет. С настоящим испытанием столкнулся недавно один водитель такси. Очень хочу вам показать видео. Ты говоришь, прошел полосу препятствий. Тут вон таксиста напугала бабулька. То есть пенсионерка достает мачете и говорит, я тебе сказала, включи шансон. Не выключи, ребята, а включи шансон. Дальше парень ехал всю дорогу, смотрел, на нее. Это причем какая-то Пермь, по-моему, друзья, да? Скажите мне, Суровая какой пермская это дама. город? Там же знаменитые пермские лианы и джунгли, через Да, которых надо с да. мачете И проходить. самое главное, в конце она сказала, я вообще передумала, поехала на кладбище. Вот у меня вопрос, скажите. Я реально сначала подумала, что это Санкт-Петербург. Прям вот реально. Ну, бабка, мачете, Санкт-Петербург. Да, мне Почему кажется, это? такая Да она не база. очень-то, честно, и бабка-то, если честно. Тетка. Мне Она кажется, не больше бабка, тетка, да. Слушайте, те мачете по плечу, и вот у меня просто вопрос. А что такого? Мачете это прекрасно. Зачем? А почему? Как Люди зачем? ездят У с меня машина мачете. мачете. Зачем? Мне приятно. А у меня была Чтобы лопатка. что, защищаться от саперская. бабули? Нет, От у кого? меня в машине мачете, потому что я иногда Ну, у меня там, рублю настоящая дрова. такая. Мне иногда хочется порубить Зачем дрова. бита? Например, выхожу, там грибы, То например, есть такой, порезать. там. едет Кирилл, и вдруг захотелось порубить дрова. Останавливается, Да. начинает искать дрова и Гри- рубить гри- дрова. Рандомно. Грибов порезать, например. Мачете. Мачете. Это же как удобно. Конечно. Кирилл. Опять же, вот эти Просто- значки вот эти, где перебегающие животные же есть. вот типа Представляешь, того. что такое бама? А вы знаете о том, что прав ты или не прав, как правило, ты не прав всегда, сбивая животное, и на животные есть определенные штрафы. По-моему, на лося 800 тысяч. Да, ладно. да, На большой ежей, штраф. Больше на миллион с зайцев, чем-то на сейчас, все. по-моему. На ежа да. тоже есть И штраф. на ежа, и Но на если- зайца, и на лису есть штраф. Поэтому здесь, когда мачете в машине есть, можно штраф и не платить. Ну, да. Если ты, И накормить Можно село Париж. Приготовил. если ты сбиваешь Жена лося, и встречает, он что у тебя умирает, сегодня? то ты То. можешь его забрать. Да ладно. Да. Лиса. Да Мне нельзя кажется, что его если забирать. ты... Мне Если кажется, лося ты сбил, и он Гарри, умер? если ты сбиваешь лося, и он Нельзя. умирает, каковы шансы, что в это время не умираешь ты в своей машине? Представляешь, на какой скорости Да, надо это- сбить лося, который умирает? Я снимал лося в кино, и мы играли в то, что мы там сбили лося. Минимум 100 Это- км в час. Это страшное зрелище. Страшно. Зрелище страшное. Оно, когда заходит к тебе вот в салон... это- Не дай бог. Ну, кстати, вот мы же заговорили-то про шансон. Бабка очень хотела шансон, чтобы послушать. А вы какую музыку слушаете, Миш? Всякую. Ну, например. Абсолютно. Шансон, у меня рок, плейлист, джаз. у меня там есть и техно, у меня там драм энд бейс, джангл. Да ладно. Наш Все, человек, наш человек. и Утесов есть, и Осмолов есть, и Хард-рок. Круг есть, и хард-рок есть. Все, у меня абсолютно я не то что меломан. Я теперь понимаю свою маму, которая, когда давала что-нибудь поесть, чего я не хотел, она говорит, жри, что дают.
И я слушаю, что включают. Просто есть моменты, что что-то нравится, а что-то не нравится. Вот и все. Абсолютно классическая музыка мне нравится. И притом вживую вот, мне нравится прям... Я помню, мы сидим это малый какой-то театр, не помню, симфонический оркестр, они играют, и я сижу, и у меня такой... Вот, я редко плачу, а тут слезы счастья у меня. Потому что я ощутил себя, как, знаете, как в этом самом настоящем вот этом русском мире. Ну, кстати, я знаю, что вы играете на гармошке. К сожалению, Миша сегодня нам гармошку не принес, вот, потому что его музыкальная подруга осталась в другом месте. Я А надеюсь, Миша мы еще едет- сыграем обязательно. Ну, спить-то нам не мешает это. Мы тут для вас частушки написали. Давайте. Спортивные. Окей? Можем спеть? Можем, конечно. Вот у нас задание для гостя. Поскольку вы у нас меломан, играете на гармошке. В нашем доме сломан лифт. Ох, боюсь, не вытяну. Занимаюсь каждый день я лифтингом. Такая маленькая гармошка. Я надела платье белое. Только платье треснуло, потому что руки, спину и качаю пресс я. Раз на улице в меня въехал самокатчик, мне-то пофиг, я пацан, а пацан отлетел как мячик. Убеждаю Милку я, зову местоимение, и на мне не труселя. Традиции семейные. Мимо тещиного дома не хожу без мата я. Там опять меняют плитку, ЖКХ проклятая. Та-т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 а. Частушки написал, Thank you кстати so говоря, наш сценарист и редактор Дмитрий Антипкин. Это эксклюзивные частушки. Я хочу вам сказать, что мы уже должны отпустить Мишу, потому что Миша сегодня у нас бежит на другое мероприятие. Я хочу поблагодарить, Михаил, что в своем сложном графике вы нашли время и пришли к нам в студию. Час пролетел незаметно, не то что в прошлый раз. Да. Поговорили В вроде прошлый обо раз тоже всем. очень даже незаметно Поговорили пролетел. вроде обо всем. Желаю вам успеха. Хочу, чтобы вы дальше развивали ваш проект «Сила дворов», потому что заниматься просто обычными парнями в регионах, давать им мотивацию, приезжать к ним, чтобы они увидели живого, настоящего спортсмена, одного из самых сильных людей в мире, это круто. И вообще, друзья, будьте на спорте, пишите нам, какими видами спорта занимаетесь, почему не занимаетесь. Может быть, кто-то хочет позвать Мишу к себе физруком в школу, поработать или дать Открытый какой-то урок. мастер-класс. Я думаю, что Миша, всегда будет готов. Да, особенно интересно, напишите в комментариях, кто занимается каким-нибудь интересным видом спорта, но не стандартным, типа футбол, бокс, баскетбол и так далее. Например, я занимаюсь сквошем. Вот если кто-то есть, кто занимается каким-то странным видом спорта... Бой на утюгах, например. Хотя Бой бы. на утюгах. Или Хотя бы. шахбол. А я хочу вам пожелать, если вдруг будет такой шанс, все-таки выиграть реванш у Емельяненко. Я уже сказал как-то, что я выйду в ринг с ним в 50 лет, планирую выйти. Да, давайте. это как раз мне пройдет ровно 10 лет, это 29-й год. Я говорю это, Саша, вот я тебе говорю для того, чтобы ты побыстрее встал в строй. 3 раунда по 2 минуты, чисто выставочный бой, я готов с тобой выйти. Давай, чтобы не было сильно больно, 16-минутовые перчатки и вперед. Да, кстати, если вы не стесняетесь, я могу показать вам ваш бой. Он же длился всего минут. Да, он длился 1 минуту 47 секунд. Да, у нас есть бой Кокляева с Емельяненко. Давайте. Он вас жестко в нокаут же отправил, да, Ну, Миш? это был нокдаун, скорее, Опс, в общем. да. Это нокдаун. Но, Ну, собственно, что? все, я так понимаю. Ну и что? Вот смотрите, Ну, это... но я же здесь. Да, все нормально. Я же здесь. Очень надо проиграть. Для меня это успех на самом деле.
Вот даже не представляете. Нельзя выиграть, не проиграв. Нет, вот для меня мой проигрыш — это реально успех. Я говорю, для кого-то победа — это проклятие, а для кого-то проигрыш — это путь к успеху. В любом случае, Миш, желаем вам одержать, если не победу, то показать себя достойно и поучаствовать. Это все-таки не ваш вид спорта, бокс. И тем не менее... Ну, я красавец, видели, какой прокачанный? Не, хорошо, мне кажется, 130 отлично. килограмм веса, пресс, Отлично, туда-сюда. А я просто же хотел похудеть. Я со 165 килограммов решил сбросить вес, чтобы, потому что эти 165 килограмм на конец 2018 года... они Я вас были там не узнала ни на к этом чему видео. вообще. Вот и все. И тогда вот мне было уже, исполнилось мне 40 лет. И для того, кто не занимается спортом или занимается спортом и хочет все-таки привести в себя хорошую форму, ребята, все можно, этого можно достичь дисциплиной, порядком. А самое главное, мужик сам решает, каким ему быть. Вот все. Правильно. Мужик Абсолютно сказал, верно. мужик сделал. Друзья, до следующих встреч. Миша, удачи, ждем. Всем пока. Спасибо. До новых встреч.